Серия игр Shift Heads, созданная студией Pyrozen, состоит из 26 разных игр различных жанров с долгим и захватывающим сюжетом. Что так привлекает фанатов? В этом видео мы рассмотрим и разберемся во всем вместе с одним из фанатов этой культовой игры, который даже имя одного персонажа сделал своим ником. Вообще-то я уже давно поменял свой ник. Ну ты же Кира. Я Киранид. Но изначально это был Кира. Это изначально был Кира, но и когда мне сколько мне лет было. Короче, неважно. Сейчас мы про все игры потихонечку вам расскажем. Винни, самый главный герой, родился в Италии, во Флоренции. Да-да. Когда ему было 2 года, его отец, мафиози, погиб при перестрелке враждующих кланов. Чтобы скрыться от этой истории, мать Винни с ним переехала в Чикаго, США. Там, на улицах, совсем еще маленький Винни стал зарабатывать преступными методами, обманывая на деньги людей. Но есть нюанс. Обманывал он мошенников. Вскоре мать умерла, и никто из родственников не захотел брать опеку над ним, кроме старого друга отца, Дарвина, который научил Винни, как сделать из его хобби, по отжиманию денег и наказанию всяких бяг, настоящую работу. В итоге Винни стал известнейшим охотником за головами. Знаем, правильно говорить, Shift Heads, но Shift мы говорим, потому что так роднее. Мы старались играем в эти игры. Предположительно, в 2005 году Винни, внимание, временно стал сотрудником могущественной красной мафии. В этой организации работал он устранителем проблемных людишек. И вот в один день, получив сообщение от босса на пейджер, Винни уже через 5 минут приступил к выполнению задачи. Убрать торгующего человека из серой мафии на территории красной и забрать после этого деньги, которые так или иначе предназначены были для серой или для тех... Короче, все, серые обиделись. Привезя эти деньги Лиджио Морелли, дону красных, тот разрешает их оставить себе, но при одном маленьком условии. Выполнить предпоследнее поручение – спасти своего сына от преследователей из серой мафии. Некоторые серые в одном баре по ночам проводят подпольные игры в карты. Тут интересовал его конкретный человек – Анджело. Остановившись стулом при попытке бежать, Анджело, не имея понятия, зачем Винни пришел, стал торговаться, думая, что его заказали. Деньги он проиграл, почему предложил свою машину Mustang GT500. Где Тони? Тони, почему ты не спросил сразу? Зачем все это было устраивать? Я спросил, где Тони? Его держат в магазине у 162-го шоссе. Спасибо и за машину тоже. Машина эта станет самой любимой для Винни в будущем. Но пришел, конечно, он не за этим. Когда сын временного босса был спасен, Лиджио во властной манере похвалил Винни и настойчиво уверял, что он работает теперь тут на постоянке. На что согласие получить не удалось. Ведь очевидно, их предыдущее сотрудничество обозначалось Винни как временное. Поэтому босс решил, в крысу якобы забирая галстук, как предмет отличия мафии, убить Винни руками своего сына. Но что-то пошло не так. Обезглавив красных, это я про мафию, за Винни увязались преследователи без опознавательных знаков. Посчитав, что это может быть только серая мафия, ведь другая обезглавлена, был совершен звонок ее лидеру, который на автоответчике оставил сообщение, что проведет, играя в гольф, целый день. Прибыв на поле, Винни с помощью М21 убрал и его, и охранника одной пулей. Охранника, чтобы благополучно скрыться. Вражда с крупнейшими кланами со временем сделает Винни отбитым бандюгой. Не потому, что он начал работать один, а потому, что он теперь ИП, а документы не оформил никакие, а за это 100 лет тюрьмы. Однако, как оказалось, не всем членам обоих мафий очень не нравится Винни, ведь поначалу несколько контрактов ему будет предоставлять член серой, некий Бен. Тут с первым делом ему нужно будет убрать чела из нью-йоркской мафии. Есть только одна проблемка. Какая? Этот человек покидает Чикаго. Он собирается успеть на самолет. Когда? В 10:15, через 5 минут. Выполнив это дело, другие долго ждать не заставили, буквально шли потоком, пока в один момент не прекратились. Из-за того, что Бена антиоживила какая-то наемница, разыскивающая Винни. Придя по адресу из ее записки, эта гения оставила рацию и попросила по ней выглянуть в окошко, за которым она ждала встречи.
На теле этой наемницы была татуировка в виде расписной буквы «С», которая Винни что-то напоминает. И все, он буквально так сказал и поехал в порт искать новую работу. На следующей работе Винни будет тачки угонять, до тех пор, пока не объявится некто Джим, который точно раньше связывался с боссом серой мафии. То есть он тоже, возможно, серый или, по крайней мере, очень близок к тому. Он предложил работу, во время которой Винни назывался членом какой-то семьи. На самом деле было много заданий, и когда Винни в очередной раз возвращался на базу, сюда подоспел с ним какой-то другой чел, тоже с татуировкой, но так же, как предыдущая, отлетел. Любопытный Варваре на чужой базе руку отстрелили. Последняя задача Джима была убрать сына Триады, что бы этот титул не значил. В новостях же, которые Винни смотрел после рабочего дня, сына этого назвали Солнцем. Может быть, это опечатка. В любом случае, гармония с просмотром телевизора, в котором видны не только передачи, но и окружающий мир в отражении, была прервана другими какими-то членами серии мафии, наконец добравшейся до Винни лично. Но как бы эти невежды не пытались застать Винни врасплох, он вырвался из западни в своем же доме и уже ехал объяснять челу, по какой-то причине их возглавлявшему, видимо, это какой-то местный начальник, что ломать чужие домики не очень хорошо. За это обычно бан из жизни прописывают. Тот об этом уже знал, но информацию неточную. Мол, Винни бежал от страха. Ладно, возвращай команду потихоньку. Но мне для этого понадобится несколько мешков. Надежды, что Винни покинул Чикаго, не оправдались. Он вычислил, где находится начальник, и пошел за ним. Но тот оказался предусмотрительным. Заминировал заранее лифт на случай ультимативных наглецов, решивших им воспользоваться. Когда кабина поднялась достаточно высоко, по приказу тросы были подорваны. Винни стал падать, но с помощью ножа раскрыл двери и, выверив тайминг, идеально выпрыгнул на одном из этажей. Я, между прочим, никогда лифты не любил. Пробравшись по лестницам на крышу к боссу, тот не стал убивать Винни сразу. Ведь нужно было повыеживаться, что станет традицией для врагов Винни и его друзей. Винни, ты пришел за мной только с ножом? У меня было мало времени, я торопился. Ну, значит, это конец твоей великой карьеры. Разобравшись с этим вопросом, с несвойственной скоростью к зданию стали прибывать копы. Поэтому Винни решил как можно скорее сматываться. При побеге помимо мафиозников, пытавшихся поймать, затесался полицейский, который при нежном допросе объяснил, что копы прибыли так быстро, потому что заранее их сюда направил офицер Ральф Дьюкон. Лучше спущусь-ка я. Винни спустился даже слишком, оказавшись в канализации, через которую, пройдя, выбрался в полицейском участке, чтобы найти гадкого, униженного вонючку, который взятки берет. К тому же берет немало. В его участке оказалось очень много копов и бандитов, работающих плечом к плечу. Пытаясь усмирить Винни, я проходил это довольно долго. А когда все-таки прошел, игра зависла. Но она не вылетела, я просто не смог идти дальше. В итоге Винни нашел папочки этого грязного копа, а следственно его кабинет и компьютер. Оказавшись там, стали слышны звуки вертолета, пытавшимся улететь этим бякой, которого Винни профессионально уничтожил с помощью автокликера. Через несколько дней после ликвидации коррупционера в новостях на экспертном канале по криминалу на всю страну Винни признали как того, кто помогает гражданам все-таки спать более спокойно, хваля за очистку улиц от торговцев незаконностями, так сказать, и от коррупционеров. Что, наверное, значит, его люди уважают, но точно не копы. Сужу из того, что Винни сидел и смотрел эти новости в неком темном, защищенном помещении эти несколько дней и не работал, на что появившаяся в этой игре Шорти, его девушка, предложила отправиться в отпуск. Винни согласился, но решил из отпуска сделать мировое турне. И начнется оно с России. Поскольку путь туда далекий, пока расскажу про Шорти. Она француженка из богатой семьи, которую формальности и богатости, так сказать, нас наскучили. Поэтому как-то раз она решила погрузиться в криминальный мир, начав тусоваться с преступниками. Тупо ради веселья. Но такой образ жизни закончился, когда ее семья обеднела. Поэтому она переехала в США. Хз, что ей раньше мешало, где познакомилась с Винни. Да, смиритесь, пожалуйста, в Shift Heads практически любой персонаж — это компиляция фактов о нем, а затем, ну и вот она переехала в США.
Теперь же они вернулись в родную Европу, в Россию. Именно отсюда попросил Винер начать командировку его друг Коля, который сам по делам сейчас в Нью-Йорке, а дельцы в Москве требуют вмешательства в его стиле, в Коляном смысле. Вскоре пришла новость о том, что некая компания в Москве хочет нажиться на распространении вакцины путем создания вируса и заражения страны. Нонсенс. А фиксить это дело простое. Нужно было убрать несколько исполнителей, помешав. После чего показался коррумпированный генерал, финансирующий это дело, желающий продолжить, найдя другую фирму в другом каком-нибудь городе. Винни, конечно, это терпеть не стал, и засущие гроши по его меркам перед отъездом так и быть спас Россию. Следующая страна — Япония. Сразу по прибытии началась работа. Опаснейший местный преступник сбежал из тюрьмы и сейчас отмокает в дорогом отеле, где ему Винни, не мешкая, устроил кровавую баню, сделав доброе дело для полиции. Далее было подавлено восстание молодых людей из якудзы, которым не понравились старые какие-то традиции или невозможность с кем-то сотрудничать. В общем, дело не наше, деньги не пахнут. Если надо, то... Непонятно, подавлен ли бунт, но его последствия присутствуют точно. Лидера клана хотели отравить, на что те же старики, скорее всего, попросили для чести их клана сделать покушение на своего лидера, чтобы тот не отравился и не умер. Это как-то докажет неприкасаемость. Наверняка вы думаете гениально, а я с вами полностью согласен. Ванкувер, Канада. Тут проживает политический деятель, за время правления наживший огромное количество врагов, желающих видеть его на глубине 6 футов под землей. Винни желание заказчика выполнил очень буквально, сбросив объект со скалы, по которой он беззаботно прогуливался на пенсии. Нужно завалить камнем. В Монреале Винни помог полиции сорвать сделку по котикам и одной группировке уничтожить лидера конкурентов. Не спрашивайте, кто составлял маршрут путешествия, но Шорти и Винни вернулись снова в Европу. Ницца, Франция. Тут на пляжах известный профессиональный адвокат, заноза для многих французских приколистов, отдыхал. В этом же городе избавляем полицию одной пулей от проблем с любовной парочкой в бегах с награбленным. И разбираем рэперка, который дисы раскидывает на кого попало. Затем, быстро заехав в Италию и Египет, Винни и Шорти вернулись в Америку, Бразилию, где выполнили еще несколько контрактов, по которым заказчик отказался платить, поэтому пришлось предложить ему некоторые последствия. А пока это происходило, к Винни последствия тоже подобрались, уже и за пределы США, что значило, смысла бегать нет, пора домой. Следующие две игры не супер каноничные, но рассказать о них нужно. Так что давайте, учитывая, что Винни и Шорти совсем недавно вместе, представим, что он рассказывал ей байки о своей жизни в пути по миру. И далее они попали в какие-то непонятные события, которые не влияют на сюжет. Итак, детство Винни по его версии. Когда он был совсем малышом, у него была любовь. Это был большой и свирепый моба. Плюшевый мишка, которого домашний кот обезглавил своими острыми когтями. За такое это подобие кота было разжаловано из кошачьих, чтобы не позорить свой вид. Конечно, возраст не помеха, когда нужно нарабатывать репутацию, так что с детского сада все начали понимать: не бери машинки Винни, если не хочешь спать вечно с другой машинкой внутри себя. В школьном возрасте Винни стал доказывать свой авторитет не только себе равным, но и тем, кто считает себя выше него, педагогом. В следующем примере он объяснил ненадежность крепления кондиционера на здании школы. Позже, как он смог добывать машины и алкоголь, что не значит, что он повзрослел, что я осуждаю, конечно, Винни напился так сильно за рулем, что не смог при пересказе правильно вспомнить машину, на которой за ним в итоге погнались копы. Впервые, судя по всему, в его жизни. Ведь сначала он говорил об одной, а потом она стала другая. А разве это не просто ошибка разрабов? Это проработанная деталь ушибленной памяти алкоголем, продуманная разработчиками. Кстати, копам Винни в итоге объяснил, что лучше ему подкидывать работенку, а не мешать культурно развлекаться. Этот урок стражами беспорядка был изучен хорошо, ведь при похищении катабароном Элайджа Уайтом сына шефа полиции, наемником для спасения стал Винни. Это был его первый официальный, насколько возможно, контракт. И никто ничего не заметил, что было выгодно и полиции, и Винни, в отличие от следующей его миссии, которая сделала его невероятно известным и даже легендарным киллером. Он антиоживил крупного торговца оружием и прочими бяками, кличка которого была Тень, потому что он был как тень или как призрак. А Винни же мало того, что нашел его, так и оставил подпись. Я, естественно, не понял, какую. Может, он чайку убил всех или гильзу уронил в озеро. Но факт, после миссии о нем знали все в мире, и особенно в мире криминальном.
Вернувшись в Чикаго, Винни продолжил работу охотника за головами. Шорти не была просто интрижкой и продолжила участвовать в его жизни. Нужна помощь? Принеси ко мне пиво. Я говорю про настоящую помощь. Винни на последнем заказе получил пулю, так еще и остался без любимой машины. Собственно, за которой и вернулся в сопровождении Шорти. Расчистив дорогу для его машины, тот выбирается живым. Теперь можно стало отправляться в далекие путешествия. Например, в пустыню, где засел мнительный торговец котиками. Разобравшись с его навороченной системой безопасности, Винни в отсутствие амунации антиоживляет цель ручками, а Шорти уничтожает вертолет, прибывший по тревоге. Иронично, что последнее задание, на котором помощь Шорти была необходима, это был поход все еще восстанавливающегося Винни в больницу. Однако не для того, чтобы подлечиться, а для устранения клиента, что засел у себя в палате, окруженной охраной. Устранив цель, Винни выходит из больницы со странной завлекающей вывеской. Могу представить, какой контингент лечится в этой больнице. Хотя нет, даже представлять не надо. Лимузин однозначно символизирует счастливый конец этой истории. Интересный, веселый, порой немного грустный, а главное поучительный. Музыка. Она является неотъемлемой частью Shift Heads, дополняя игровой процесс. В ранних частях музыка отображала беззаботность как персонажей, так и разработчиков. Гонки и перестрелки проходили под энергичные треки, такие как от The Prodigy, от I.Am и от Ice Cube. Однако со временем музыка стала проще, менее агрессивной, как по настроению, так и по популярности, но все еще идеально подходящей. Причина этого изменения кроется в авторских правах и растущей популярности игр. В 2000-х и начале 10-х во флеш-играх крутились значительные, по крайней мере, деньги, для чего требовалась компания. И, конечно, компания уже не может вот так легко уклоняться от вопросов авторских прав. В результате основания компании, но это я от себя говорю, последующие игры стали более профессиональными. Но является ли это изменение положительным или отрицательным для игр, которые лично я и Кира полюбили за их простоту и доступность? Узнаем далее. В Японии, где уже бывал Винни, жил Киро. С детства идущий по стопам своих родителей, он стал членом якудзы, преступного синдиката, занимающегося рэкетом, азартными играми и другими незаконными делами. Киро является олицетворением современного самурая. Он в совершенстве владеет холодным оружием, а о его мастерстве в выполнении любой задачи по антиоживлению ходят легенды. Но в данный момент истории Киро отходит на второй план, ведь его любимый и верный брат Кензи добился приглашения в клан. Церемонию для него провел правая рука главы клана, Юма. Вот о чем я и говорил. Настоящий солдат. Добро пожаловать, Кензи. Теперь ты член якудзы. Благодарю вас, Юма. Это честь для меня служить клану. Киро, сообщив о том, что у него есть незаконченное дело, покидает своего брата. Юма же в целях, предполагаю, теста дает Кензи 3 задания, по сложности явно заведомо невыполнимые для простого бойца. Он не думал, кого и для чего он устраняет, просто выполнял приказ Юмы — ликвидировать всех, кто будет на месте. И это все? Я слышал, что тут будет куча бойцов. Легки, как на помине, блин. Кензи пока же решает перевыполнить план, потому приходит на место, заполненное триадами, раньше срока. Триада — это китайское тайное общество. Делает она все то же самое, что и якудза в плане криминальной деятельности. Однако у них есть своя культура и иерархия, что делает якудзу и триаду хоть и уважающими друг друга, но и враждующими организациями. Оттого и странно, что в пустом бизнес-центре, находящемся под контролем триады, Кензи видит, как Юма договаривается с главой триад о поставке чего-то, что принесет кучу денег этим двоим лично. Будучи в полнейшем шоке, что такой высокопоставленный член якудзы, как Юма, в секрете от своего клана заключил сделку со вражеским кланом, Кензи палится. А Юма даже узнает новобранца и обещает бизнес-партнеру, что разберется с любознайкой, чтобы инфа не просочилась наверха. Понимая опасность, Кензи отправляется к своему брату, попутно ему звоня. Телефон Кира не отвечал, потому Кензи поехал на место, где тот должен был выполнять свою миссию. Однако оказывается, что Кира отправил своих бойцов на миссию вместо себя. Собрав преданных людей Кензи, все вместе отправились за Кира. По пути он начал рассказывать им о предательстве Юмы. Я пришел раньше времени на свою последнюю миссию, и там я обнаружил предателя среди нашего клана. Что? Кто осмелился? Прежде чем принять меры, я поговорю с Киро. Он знает, что делать.
Ну, поехали. Тем временем Кира, ничего не подозревая, тренировался у себя. Как вдруг раздается звонок. Это был глава триад. Он ругался из-за какой-то мелочи по поводу границ. Кира удивился и пошел разбираться, в чем дело. Вскоре на его руках при попытке спасти умирает соклановец, напоследок выдав: «Они убили твоего брата». Кира не понял, кто, но, учитывая звонок триад, подумал на них. Появившись на их базе, Кира поднимается к главе триад, чтобы вершить свою месть. На это лидер недоумевал, за что ему хотят отомстить. Это из-за того дурацкого звонка ранее? Тут Кира упоминает убийство своего брата, после чего триадовец говорит, что ничего про брата Кира не знает. Но напоследок подколол, мол, тебе-то не знать, как у вас любят своих убивать. В поисках доказательств этого Кира отправляется буквально на место смерти брата. Там член организации спросил, ради чего Кира разжег конфликт. Перебил триаду, с которой до сих пор была лишь холодная война, ведь теперь начнутся ответные действия, и у якудзы появятся большие неприятности. Однако Кира было наплевать на последствия. Он хотел попасть к главе, чтобы узнать, кто же стоит за убийством его брата. Ради этого пришлось пойти против своих же бесчестных самураев, которые охраняли лидера. Кира, зачем вся эта жестокость? Я хочу услышать из твоих уст. Ты убил моего брата. Нет. Однако я заказал его у одного из лучших наемников в мире. Хорошо, я убью и его заказчика. Убрав главу якудзы, Кира из его документов узнает имя Винни и его внешность, а также то, что его брат был убит якобы за попытку поднять бунт в клане по заказу обманутого Юмой главы, и отправляется в Чикаго за исполнителем, который, вероятно, 1000 раз уже забыв о том, что он был в Японии, сейчас завершал свою очередную миссию, в то время как Кира следил за ним со стороны, нарабатывая по нему информацию, пока Винни продолжал работать в Чикаго, получая миссии по ноутбукеру и переезжая с клоповника на клоповник, не потому что они с Шорти бедствовали, а для конспирации. Очередной задачей было убрать гения карточных игр. Попрощавшись с Шорти, Винни отправился на ресепшн. Тогда управляющий поинтересовался у него, понравился ли ему номер, на что Винни расписал в красках, что это не так. Однако он здесь не за комфортом, а по работе. Тогда управляющий просит о небольшой услуге по части нашего героя. Оказывается, клиенты недолго задерживаются на этом месте не только из-за плохих номеров, но и из-за играющей музыки, которую включают тусовщики через дорогу. Ликвидировав проблему и вырубив в их здании свет, Винни получает легкие деньги и отправляется в бар. Там, немного надавив на бармена, узнает, как пройти в подпольное казино, где расспрашивает девушку, чей парень работает на призрачного игрока. Она сначала просит деньги за информацию, но Винни ей вежливо объясняет, что платить не будет, путем антиоживления ее друзей, которые были не рады этому. Она все поняла и поведала, что игрок находится через дорогу от бара. Винни, подметив, что хорошей точкой будут трущобы рядом с тем местом, отправляется к ним. Однако решает прежде поинтересоваться, что за леди сидит и грустит за стойкой. Бармен рассказывает о ее истории. Муж-абьюзер выкинул девушку из ее же квартиры. Та тоже находилась в хорошей позиции из трущоб, потому, решив сначала проблему с непутевым муженьком, а потом выманив призрачного игрока из своего дома, Винни устраняет 2 цели и получает крупный гонорар. После возвращается к Шорти, там она его лечит. Ну давай, залезай сюда. Следующее задание было по устранению серой мафии. Дело такое, пока Винни летал по миру, в Чикаго серая мафия снова начала разрастаться. Распустились, блин. Но Винни не впервые устранять грязных мафиози, потому сначала он заглядывает к Дарвину. Со своим большим опытом он мог как и модернизировать любое оружие, так и починить машину. В общем, для Винни, что постоянно в беде, Дарвин, как обычно, незаменимый друг. Винни спрашивает про маленькую игрушку, которая была на хранении у Дарвина. Тот поведал, что она, вероятно, в сарае на заднем дворе. Это была снайперская винтовка. Она понадобится для разрушения серой мафии. Далее, шагая по городу, Винни встречает зависимого у игрального бара. Я хочу побывать над облаками, но не заплавив за те билеты на самолеты. Ага, я тебя понял, Крекер.
Бар, к слову, Винни зачищает, потому как находит парнишку, которого там избили. Плюс этим заведением владела серая мафия. Далее, по волшебному велению сценаристов, Винни узнает о крупной сделке серых. Серьезно, эта инфа просто пришла на мониторчик. По пути к сделке, чтобы прервать ее, он встретил старика в затхлом доме. На вопрос, как так можно жить, он объясняет Винни, что не выбирал такой путь. Все из-за серой мафии, что воспользовалась его 2 сыновьями, а затем разобралась с ними, и дед потерял все. Винни пообещал отомстить за сыновей, прервав ту самую сделку. Мало того, товар оставлять не стал, а продал торчку у их же бара, и после пошел к самому боссу серой мафии, найдя его по классике в бункере. Твои часы тикают, Винни. Мы не одни желаем твоей головы. Давай лучше поговорим про твою отсеивающуюся головку. Это правда. Якудза взяла под контроль восточную часть города. Они реально запали на тебя. Реально? Винни проверил информацию и действительно обнаружил активность японской банды в Чикаго. Отправившись на их базу, он добрался до компьютера, где узнал, что кто-то из якудзы плотно копает под него. Однако он до сих пор не понимал, кто это. Решив заняться поисками в сети, Винни вернулся в отель. Однако на двери он нашел письмо от Кира. В нем честно признался, что не имеет ничего против девушки Винни. Он забрал ее только для того, чтобы тот пришел на свалку, где Кира отомстит за брата. Будет сложно найти этот мешок мусора среди этой свалки. Ты не представляешь, как я рад тому, что ты передо мной, Винни. Предполагаю, Кира. Впечатляет. Я убил твоего брата на своей последней миссии в Японии, но твой клан, именно твой клан предал тебя. Сваливай, или мне придется тебя убить. Попробуй. 2 главных героя встретились в битве против друг друга. Кира, как настоящий самурай, бегал по всей помойке от кучки к кучке. Винни, не задумываясь, решил сэкономить патроны и выстрелить по веревке, на которой была подвешена Шорти на стуле. Она рухнула прямо на Кира, обезвредив его и, следовательно, обеспечив победу Винни. Однако, вероятно, из-за своей необъяснимой правды и доброты, Винни заявил, что не будет убивать Кира, потому что за него не заплатили. Прекрати ныть, как новорожденный. Улыбнись. Ты же известный Кира, и ты почти убил не менее известного Винни. Еще никто так близко ко мне не подбирался. Отвязавшись от меня, ты обязан это отпраздновать. Намек Винни понятен, да? Хоть Кензи и брат Кира убиты его руками, на большой картинке сюжет, как обычно, другой. Кензи – жертва интриги, затеянной Юмой, которой Винни и нанял. Раздумывая над этим, к Кира подоспели японцы. Скорее всего, бывшие якудзовцы уже. Или хотевшие стать бывшими якудзовцами, или хотевшие реформировать, или хотевшие устроить революцию. Короче, желавшие убить его, а затем и Джейд, девушку его брата. Себя он защитил элементарно, раскидав врагов, но Джейд защитить не успел. Моя месть будет беспощадной. В поисках виновного Акира перебил кучу, судя по всему, отступников от якудзы, пока на стройке его не встретил один из лидеров, поднявших это восстание на самом деле, и победивший на пару с Юмой от сделок с триадами. Не, ну браво бывшему лидеру, который поверил, что новичок устроит восстание в его же клане. Разговор с этим челом стал очередной роковой ошибкой выеживаемого. Зрел злой умысел. Он был готов отправить Кира в какой-то другой мир, в который верят японцы. Но Винни, каратель выеживаемых нестреляшек вовремя, не дал этому случиться, своевременно остановив предателя. Сай, hello, то, му, little friend. Вскоре, скрывшись от полиции, Киро и Винни встретились на тихом складе. Там Винни предложил работать вместе, чтобы зарабатывать деньги. Кира, судя по всему, поняв, что сам не так уж отличается от антиоживителя своего брата, простил его, осознав, что он не является настоящим виновником, это просто бизнес, и согласился работать вместе. Киро чувствовал себя так свободно с новым партнером, что даже позволял себе шутить над его увлечением старыми машинами и другими вещами, например, музыкой. Это все делало Винни похожим на пенсионера. Меня. Пока они тут шутковали и терли машину, Шорти была на земле, откуда связалась с Винни, рассказав, что красная мафия, по ее наблюдениям, что-то планирует. По прибытии в порт становится понятно, что главная цель — уничтожить Винни, как и месть за бывшего антиоживленного им босса. Вскоре попытался это сделать уже новый босс, крысюк Алонзо, подобравшийся к Винни со спины, ну или подстерегший. Ну, я думаю, вы уже понимаете, вновь выеживатель был наказан за длинный язык и короткий, недостающий до спускового крючка палец. Блин! Наши прибыли идут вниз с 2006 года. Извините, что это казаноза в заднице. Не переживай, я сейчас это прекращу. Глупо было соваться сюда одному. Я не один.
Кто-нибудь скажите, стикманы из нашей команды какие-то гипнотизеры или похожие на психологов люди? Почему все злюки хотят излить им душу? На удивление нашей троицы, учитывая, что Винни попал в кружок выше плеч, Алонзо выжил и уже может просто гулять на свободе, что, конечно, не устраивало никого. Поэтому для начала Винни отправился на базу Красной Мафии, где, уничтожив много охранников, Алонзо не был обнаружен, к сожалению. Больше идей не было, где он может быть. Поэтому нужен стал мощный информатор для поиска, который может собрать информацию из различных источников и предоставить ее в понятном виде. Некто Black Fox – хороший вариант, создавший за последнее время сеть информаторов на улицах Чикаго. Он-то точно сможет найти след. Но сначала его самого нужно найти, ведь пока что он мнит себя таким независимым боссом. Грамотно, кстати, натренировавшим своих подчиненных. При встречах они не рассказывали даже чуть-чуть того, что знали о нем. Так что решила наша тройка антиоживлять этих челиков, пока это не станет неприемлемым для Фокса, и он не выйдет на связь сам. План, конечно, сработал так, как и задумывалось. Посмотри в глазок. Тук-тук. Блэк Фокс, как и прочие персонажи, был наивен, думая, что Винни и его команда не получат, что захочет. Но в отличие от других, он был полезен, так что Винни, дав ему чуть-чуть денег, вежливо предложил работать вместе, ну и первой задачей объявил поиск Алонзо. Тот по инфе Фокса сбежал на Сицилию, на виноградник в лабораторию. В Палермо Фокс нашел девушку, спася ее, которая рассказала, как можно пробраться внутрь. Она раскрыла человека, который доставляет кокаин. Наверное, правильно сказать, уже доставлял. Вместо него придет на виноградник наша команда. Но Алонзо там тоже не окажется. На его столике стоял лишь диктофон с наивно записанной насмешливой и устрашающей записью. Наивной, потому что она возымела обратный эффект. Винни просто взорвал виллу с этим диктофончиком. Вернувшись в Чикаго, как кажется, итальянцы пока что ушли в тень, ведь месяц была тишина. Но однажды, пока Кира возвращался к команде, за ним возобновилось преследование. Уже далеко не его старые якудзы. Ну, точнее, его старые, но они поменялись, поняли, да? Некоторые якудзовцы даже добрались до склада целыми. Откуда не выбрались? Выбралась оттуда лишь наша команда. И новости о провале. Причем скорость новостей была сопоставима со скоростью того, как Кира и Винни убирали информаторов, передающих эти новости в Японию Юми. В итоге, убрав этих крысок, Кира останавливаться не захотел, посягнув на самого гадкого Юму. Украв важную для него и вообще для якудзы реликвию. Это какой-то горшочек с древним самураем. Юма повелся и пришел, прилетел прямо туда, куда его заманили. Но, подравшись, струсил помирать. И с помощью Бакугана спасся, растворившись в дыму. Теперь якудза отступила. Винни, все еще слушаешь свое старье? О, кстати, а сколько тебе лет? Будь добр. Покинь мое транспортное средство. Не буду. Вы слишком будете по мне скучать. Прямо как якудза скучает по тебе. Жестоко. Прямо в самое сердце. Кстати, что слышно об Алонзо? Вскоре Алонзо устроил ловушку для нашей троицы на пару с очередным коррупционером, комиссаром Данелли. На место аварии, которую устроил Алонзо, как и раньше, спалившись из-за скорости, прибыли копы, успев арестовать только Кира. Вытащив его из тюрьмы, Винни понял, если ты не интересуешься политикой, рано или поздно политика заинтересуется тобой. Поэтому, взяв у Дарвина подарочек в виде транквилизаторов, пошел в мэрию узнавать у мэра, как так случилось, что в его городе такие ужасы творятся. Он, поворчав о безопасности своей охраны, рассказал, что знает об Алонзо, и его тоже бесит, как он распространяется по Чикаго словно рак. Короче, антиживители, давай работать вместе. После Винни отправился в место, где кучкуются бандюки, и нашел там диск. Не удивляйтесь, оригинал игры 2010 года. На диске была инфа о коррупционере, которая помогла найти доказательства грязных его ручонок. Связавшись с мэром, он похвалил находку и назначил встречу в одном ресторанчике, но успел сказать лишь то, что связался с неким человеком, после чего его антиоживил Красный, резко ворвавшийся в ресторан. А с ним и толпа, которая была уничтожена Винни, в отличие от первого вошедшего, который после некоторых манипуляций сообщил о секретном входе в бункер деда, Алонзо в смысле, где он наконец-то нашелся. Добро пожаловать на нашу небольшую вечеринку, Винни. Круто. Тебе нужна помощь? Ты забрал мою руку, а я заберу твою жизнь. Заметили, да, как на Винни криминальная карьера влияет? Тоже выеживаться стал, но вовремя очухавшись от этого, без всяких приколов, подстрелил наконец Алонзо и захватил, посадив в свой подгузник. Блять, что? Подвальчик за решетку. Эта камера пока куда надежнее полицейской. Через пару дней после наша компашка отправилась в Калифорнию на отдых.
Окей, кто наша цель на этот раз? Энтони Харрис. Еще один коррупционер в этой прекрасной стране. И сегодня у него отпуск. Он должен быть здесь, недалеко на своей лодке. Я думала, что у нас тоже отпуск. Убийство — это и есть отпуск для Винни. Выполнив очередное задание, Винни с друзьями возвращается в отель. Вечером Шорти, обратив внимание на стук в дверь, видит просунутое в щель письмо. Оно предназначалось для нее же, ведь на конверте было ее настоящее имя – Маева. Имя было из ее прошлого, того самого, когда она тусовалась с преступниками в Европе. Начав читать письмо, Шорти понимает, что оно от ее сестры Клэр. Она писала о том, что ее похитила банда русских фоуградовцев, по совместительству тех друзей выше. Сейчас они удерживают ее в непонятном месте. Она описывала, как каждый день видит других измученных девушек, которые валятся с ног, и боится, что с ней будет то же самое, если Маева не найдет ее. Прочитав письмо, Шорти со слезами на глазах говорит Винни, что ей нужно отправляться в Россию. В Санкт-Петербурге компанию принимает друг Винни, Николай, тот самый, работу которого сделал Винни, пока тот был в Нью-Йорке. Коля очень гостеприимный и разрешает жить у него в ангаре под списанным боевым вертолетом сколько угодно. Начав поиски своей сестры с разговора с их старой подругой, Вишенкой, Шорти узнает, что Клэр решила повторить ее судьбу, начав работать с бандитами. Потому она связалась с русскими, у которых были другие планы насчет ее работы. Вишенка знала, где держит девушек. Это было в одном загородном доме. В этот момент разговор прервала охрана заведения. Шорти отправляется по адресу. Найдя GPS-трекер, теперь она точно знала, где держит ее сестру. Это был форт посреди елового леса. Судя по всему, его охраняли серьезные бойцы и боевой самолет. Чтобы однозначно быть уверенными в своей смертоносности в спасательно-карательной операции, Шорти находит нужную для починки вертолета Коле деталь. Однако, не дождавшись, пока он все починит, Шорти выезжает спасать свою сестру в одиночку. Есть идеи, когда вертолет будет готов? Надеюсь, скоро, чтобы мы могли спасти сестру Шорти. А где Шорти? Ближе к форту их перехватывает военный самолет, сбив который, Кира собирается прыгать. А дабы сэкономить для друга парашют, он не берет его, решая приземлиться на одного из спрыгнувших со сбитого самолета врагов. Воссоединившись, троица пошла искать Клэр. В коридорах и комнатах форта было, как и описывалось в письме, много девушек, валяющихся в неадекватном состоянии. К счастью для Шорти, среди них сестры не оказалось. Ее держали в отдельной камере. Спасибо вам огромное. Не за что, Клара. Отвезя Клэр в Чикаго, Винни берет необычное для себя дело. Один миллионер из Амазонии предлагает найти и привезти драгоценный артефакт. Поскольку захотелось оттаять после России, Винни отправляется за статуэткой в жаркую Бразилию. Там все было настолько просто, что через мгновение команда уже ехала к миллионеру за деньгами. Однако джунгли — опасное место, не считая животных и климата. После этой ситуации Шорти больше всех пострадала, потому, дотащив ее до лодки, Кира остается залечивать ее раны в домике у реки, а Винни выходит на поиски статуэтки, которая была утеряна при нападении. Дорог в джунглях было мало, а потому след нападавших был найден скоро. Немного поиграв со взрывчаткой, Винни возвращается назад с украденным и видит, что его друзей пленили. Пока он их спасал, статуэтку опять украли. Однако в этот раз он подстрелил вора и, идя по его следу, дошел до ЖД-станции, откуда наемник надеялся скрыться, но Винни, устроив в поезде переполох, наконец окончательно забрал заказ и отдал богачу, получив гонорар за сложную работу, которая вначале казалась непыльной. Вернувшись на базу в Чикаго, команда видит, что той больше нет. Алонзо сбежал, оставив троице руины. Рассмотрев обломки взрывчатки в подвале, где отбывал свое наказание Алонзо, Винни понимает, что детали были японскими. По этому поводу Кира позвонил Блэк Фоксу. Hello, Винни. Я сейчас занят, я тебе перезвоню. Какого черта мы тогда тебе платим? Ой, привет, Кира. Как поживает твое кунг-фу? Ты знаешь, кто подорвал наше убежище? Ребят, я по этому поводу вам звонил. Так ты знал. Ну, это не моя вина. У вас в джунглях не было сигнала. Давай ближе к делу. Я слышал, что Алонзо получил токийскую помощь. Что? Винни. Вообще-то вокруг могут находиться шпионы. Смотри. Они вас увидели? Вот дерьмо. Это за мою кровать.
Киро пересказывает Фокса, что Алонзо помог сбежать Юма, а потому, подготовившись к своему мщению, гриферство домика за гриферство домика, команда отправляется в Японию. Забравшись на крышу напротив якудзовского бизнес-центра, они перебираются туда по крюку кошки. Договорившись встретиться на подземной парковке для подрыва, они опускают Киро на несколько этажей ниже. Там он собирает информацию о том, что Юма готовится поставлять оружие на черный рынок в США. Из этого понятно, для чего Юме помогать Алонзо, ведь японец в одиночку не справился бы с новым рынком, без каких-либо связей и влияния в Америке, которое и до сих пор оставалось у Алонзо. Вместе этот криминальный альянс сможет заработать в десятки раз больше, чем раздельно. Однако наша команда была готова помешать их планам. Встретившись, троица подрывает здание. Не подозревая об этом, в Америке Алонзо и Юма обсуждали как раз угрозу, которая исходит от Винни и команды. И уверен ли Алонзо, что его некий план сработает? Как вдруг приходит сообщение, что башня Якудзы в Японии уничтожена. Раздосадованные сие новостью, злодеи топают ножками. Позже, при личной встрече на Гавайях, Киро узнает у Блэк Фокса местонахождение Юмы и Алонзо. И вдобавок точное место, где находилось судно с нелегальным оружием Юмы, да время его отправки. Обыскав два места, где точно должны были сидеть лидеры мафии, Винни начал подозревать Блэк Фокса в утрате профессионализма, ведь места были пусты, а время у Винни с компашкой не резиновое. Однако хотя бы одно место было верно. Корабль действительно готовился к отправке. Не уверен, как эта штуковина работает. Назад в родную гавань. И как мне замедлить эту посудину? Отличная парковка. После такого инцидента полиция Токио арестовала оружие Юмы на $15 миллионов. Они оба понимали, что проблема лежала на все-таки неплохом информаторе, что был у Винни. К слову, ребята перестали получать от него информацию, ведь тот уже 2 раза как пропустил звонок, поэтому снова пришлось отправляться на Гавайи. Они нашли тебя. Винни, ты знал, что твои враги реально хотят тебя убить? Короче, сейчас они готовят что-то масштабное. Фокс. Дай мне закончить. Помнишь комиссара? Конечно. Он замешан был в плане. Так, ты должен найти его. В Чикаго для мести, забравшись в заброшенное здание, Винни достает снайперку и прицеливается в баллотирующегося в мэры дружка Алонзо, по совместительству и по недоразумению все еще знакомого нам комиссара полиции. Дабы не допустить того к власти, ведь он, судя по транспарантам, собирался плотно сотрудничать с Азией и Европой, что однозначно было на руку Алонзо и Юме. Однако всему этому было не суждено сбыться, ведь Винни стреляет в комиссара. Это все скрытно снял Стрингер, нанятый Алонзо, и по его приказу слил видео в новости, где информация об антиоживлении грязного коррупционера, сотрудничавшего с мафией, преподносилась как казнь хорошего, добренького полицейского. После этого троицу захотели на серьезных щах уничтожить еще и синие. В погоне с места преступления один из них на мотоцикле подстрелил плечо Шорти, отчего Киро вскипятился как чайничек, запрыгнув на его мотоцикл, убрав угрозу для своей команды. Или ему просто мотоцикл понравился, вот здесь я хз, если честно. В этот момент далее по дороге стал открываться разводной мост. Винни, рассчитывая на понимание, не стал останавливаться для Кира, пытаясь увести Шорти в безопасность. Кира же вновь арестовала. Следующая подоспевшая к месту орда копов. А Винни увез Шорти к Дарвину, который согласился позаботиться о ней, пока не станет лучше. Ну, сынок, что планируешь? Покончить с этим навсегда. Первым делом, защитив дом отчима от бездушных красных, я загуглил, все подходит, он действительно отчим. Винни не без подарочков от него поехал объяснять Стрингеру, что свобода информации не касается его лично, пока он защищает свою семью. И сразу после поехал Кира спасать, которого везли как Кока-Колу в рекламе. После, освободившись, они вместе поехали в штаб-квартиру Алонзиков. По пути нам показали диалог, уже залатанный пришедший в себя Шорти и Дарвина. Нелегко должно быть. Что? Жить с прирожденным антиоживителем. Поверь мне, это я еще могу усложнить ему жизнь. Я-то не сомневаюсь. Пока Винни и Кира пробирались к Алонзо, тот, даже не подозревая об этом, обсуждал сделку по очередной контрабанде с Юмой. Винни пришел к ним первым, как и при первом знакомстве с Алонзо.
отвлекая на себя внимание. Но на этот раз выеживаний было мало, поэтому Алонзо успел использовать обратную карту из Уна. То есть стрельнул, не пробив кружок над плечами Винни. Короче, его контузило. Киро тем временем сделал свой ход, разрезав кружок над плечами уже Юмы. Ну и, наконец, Винни, очухавшись с помощью... Что это? Гранатомета или РПГ или ракеты? Неважно. Скажем, с помощью стекломета поставил Алонзо на колени и как бы несколькими патронами для надежности обезглавил красную мафию во второй раз. Теперь и отдохнуть можно, а заодно и подлечиться. Да и проблема разрушенного убежища с поломанной машиной никуда не делась. Так что Винни нашел новое место, куда привел друзей. Выглядело оно неопрятно, и если бы не навороченная техника, эти помещения нельзя было бы назвать пригодными для работы. Компьютеры и различные телевизоры нужны были для выполнения заказов на арест преступников. Можно было даже сказать, что команда смягчила свои методы, став уже более современно подходить к своей работе, то бишь не антиоживлять первого встречного, чтобы убрать преступность с улиц. Работало это все через интернет-сайт, предоставляющий заказы на поимку преступников, на который откликался Винни, зарабатывая бабло, даже не понимая на что, ведь патроны и улучшение оружия были довольно дешевые. Таким образом Винни и работал, пока в один день Киро не услышал звук поднимающегося лифта. Это была Клэр. Шорти решил ее позвать на время погостить. К слову, о чем она писала на доске в раздевалке. Клэр с этого момента предлагала к покупке вещи для обустройства базы. К этому времени Шорти выздоравливает и дарит Винни одну из деталей для восстановления его мустанга. Таким образом, у нас появляются две черные дыры, засасывающие все заработанные деньги. Покупая детали для своей машины, да обставляя базу, шли дни. Киро также восстановился, а это означало, что каждый из команды мог брать свои заказы. Однако появилась странная и необъяснимая угроза. Человека, что Винни должен был арестовать, антиоживили. Судя по камерам, их было двое, но кто они и чего хотели этим сказать, команде было непонятно. К тому же Шорти нашла на сайте с заказами интересную информацию. Ребята, я нашла самый дорогой контракт в Чикаго. В смысле, за все время. Кто цель? Винни, они объявили контракт на $10 миллионов за твою голову. Неплохо. Так, я, конечно, понимаю, что мы друзья, но это очень большие деньги. Да ладно, я шутняра. Не так быстро, ковбой. Вообще-то за наши головы тоже назначено по 5 миллионов. Итого они угрохли 20. Винни предполагает, что это все произошло из-за пропажи Алонзо, а точнее от того, что можно получить огромную власть и уважение за устранение человека, который так легко убирает мощных игроков. И теперь Винни нужно было придумать новый план, как обезопасить команду. Позже нас знакомят с двумя еще никому неизвестными бандитами. Их звали Луцио и Рино. Они работали на красных и желали покончить с Винни. Ведь, как несложно догадаться, именно красные платят за голову Винни 10 миллионов. А главные конкуренты Луцио и Рино – якудза и русские. Однако сейчас итальянцы преуспели, ведь выбили инфу из крота, связанного с Винни. Отправившись на место, это оказалась ловушка. Они нашли лишь вонючего бомжа, коим притворяется Винни. Спустя долгую перестрелку он спасается, уезжая на поезде, что специально за ним пригнал Киро. Заценив способности своего противника, Луцио и Рино уходят от полицейской облавы. Винни также осознал, что те два парня превосходят по всем аспектам Алонзо. Однако он знает, что у каждого есть своя ахиллесова пята. Пополнив вооружение у Шорти с Дарвином, Винни отправляется к информатору, но того резко антиоживляет машина с гангстерами внутри. Подобрав телефон крота, Винни узнает о том, что красная мафия держит в Амазонии свою плантацию. Решив в своем стиле порушить бизнес криминальных элементов, Винни сжигает их поля. А перед возвращением домой он звонит Шорти, чтобы сообщить о удачно выполненной задумке. И все было бы отлично, если бы после окончания звонка к ней не пришли те самые два бандита. Они ее похитили. Прибыв в Чикаго и обнаружив это, в поисках ответов Винни выходит на лидера латиноамериканской банды. Прежде он даже не лез к этому контингенту. Однако сейчас были отчаянные времена. Дэну, Винни, великий охотник за головами, на нашем районе ты, должно быть, забыл цену за свою голову. Итальянцы, русские, японцы у тебя на хвосте. Спасибо за напоминание. Что такой безумец, как и я, может для тебя сделать? Кое-кто тебя сдал. Я слышал, что вы знаете о передаче. Девушке, которая мне не безразлична. Этот парень влюблен. Прошу меня простить, Винни, но тебе лучше забыть о ней и вметаться отсюда. Хорошо. В
клубе Винни находит ноутбук с информацией о том, где будет проходить передача Шорти. Отправившись по координатам, он приезжает на парковку. Увидев торчащий кусок платья из багажника машины и открыв его, Винни получает 2 пули в живот, после теряет сознание. Очнувшись через неопределенное время в этом самом багажнике, он слышит разговор красных мафиози и понимает, что через пару минут машина будет сброшена в воду. Дерьмо. Выбравшись на сушу, Винни пошел по пятам своих выеживателей очередных. «Не, ну поставь ты его к стеночке. Сколько там стоит пуля? $10? Ну стрельни, ё-моё. На кону 10 миллионов, а в истории куча таких же самоуверенных дурачков». Нет слов, в общем. Винни выходит на закусочную у дороги, где те двое решили отпраздновать. Вот они удивились, когда антиоживились руками Винни, что немного повредило невинной едальне. Так что, взяв их копеечки, часть была оставлена работнице на восстановление. А сам Винни, взяв их оружие, встречается с Кира. На вопрос об опоздании Винни рассказывает о своих похождениях. Кира поражается тому, как легко Винни себя ведет с 2 пулями внутри. Но, очевидно, у него дела поважнее на уме. Благо, Кира следил за ним, когда тот вышел из латиноамериканского клуба. Он видел, как Луцио и Рина уезжали из парковки. Подумав, что дело за 10 миллионов в шляпе, они беззаботно отправились на свою виллу, где, ожидая своих денег, эти глупцы не подозревали о том, что покойник пришел за ними. А когда поняли, поздно стало. Винни, подгадав момент, выстрелил в Рина, что держал Шорти. Та, в свою очередь, непонятно откуда взяв пистолеты, множество раз попала в Луцио, для своего же блага, который сиганул в окно и скрылся. Спустя неделю Шорти, вся в траурном, заходит к Дарвину, дабы оплатить починку машины Винни. Дарвин спрашивает, к чему такой наряд. Шорти отвечает, что идет на кладбище вместе с приехавшим Винни, на похороны Рина, чтобы отомстить Луцио. Однако на месте Винни через прицел винтовки замечает, как их опередила полиция. В то время как Луцио арестовывала полицейская Кейт, Винни отвлек ее начальник, детектив Сэм. Он ведет дело Винни после убийства комиссара. Но дело в том, что с момента вступления в должность Винни для закона стал как призрак. Конечно, отчетливые следы были, но они никуда не вели. А после антиоживления его врага, когда были назначены похороны, стало очевидно, где можно будет встретиться и поговорить. Детектив спрашивает, не слишком ли Винни будет против отдать Луцио живым, на что Винни утверждает, что долго тот все равно не просидит за решеткой. Однако находит понимание с Сэмом и залегает на дно. А тем временем Кира вычисляет русская мафия. Какого ху... Нужно было целиться в голову. Вы в порядке, босс? Схватите его! Антиоживив Big Russian босса, Кира отправляется к команде, тогда как слова Винни подтвердились, и Луцио, не пробыв и пары часов в участке, выходит из него без наручников, после уехав из страны. Это детектива всего лишь раздражало, тогда как Кейт была настолько разочарована своим начальством, что открыто хвалила Винни и его способы работы. Он же продолжил работать и уже ехал к русским. Так, получается, тебе надрали зад? Ага, посмейся, однако это был огромный русский с миниганом. А чего ты ожидал-то? Теперь нужно хотя бы выяснить, кто он такой. Ты имел в виду, кем он был? Я же его убил. В подпольном игральном баре Кира подходит к Ивану. Да, попытавшись сыграть с ним на информацию, тот по глупости своей говорит, что с китайцами играть не хочет. Но объяснив, что вообще-то перед ним японец, до Вани дошло. Это тот самый, убравший босса. Поэтому началась перестрелка, но скоро закончилась. И инфу в отсутствие людей пришлось искать самим. Позже из новостей о поджоге того самого места, где был нелегальный игорный бар, да, они его сожгли, Винни узнает, что Сэм собирается поймать виновного, намекая явно на него. Войдя в сеть, чтобы узнать все у онлайн-стукачей про детектива, объявляются японцы. Начав их преследовать, команда добирается до портового склада, на котором была подпольная лаборатория. Туда же вышли уже полицейские оперативники, которые, недолго думая, захватили из-за значительного преимущества в живой силе Винни. Позже на допросе Кейт пыталась внушить Винни то, что ему нужно было сотрудничать с властями, а не заниматься криминалом. Однако Винни видел, что та сама не верила в свои слова, добавляя, что уже умер бы, если бы работал
жил как полицейские, а Чикаго превратился бы в коррупционную выгребную яму. Не желая этого слушать, Кейт сажает Винни в тюрьму до суда. Куда? До суда, где он не теряется. Узнав о местном продавце всего что угодно, Винни отправляется на сбор сигарет и первым делом покупается заточка для общения со старыми латиноамериканскими друзьями. Видать, того после встречи с Винни арестовали на месте, так что пришлось объясниться, в итоге выбив из него пачку денег, которая проложит путь к охране у выхода из его корпуса. Отреагировав на явную запрещенку, охранник попадает в руки Винни, становясь его заложником. А значит, побег из тюрьмы теперь дело времени. На выходе его ждала Шорти, а в магазине неподалеку сидел Кира. Подгадав момент, когда те уезжали от преследования, он останавливает тюремщиков, заблокировав дорогу. Мистер Маньера, Когда будет следующая партия товара? я пришла, чтобы сказать не об этом. А о чем? Винни, Он больше не проблема. К тому же на этом континенте сейчас меня заботит вовсе не он. Есть другие дела, которые меня заботят. но он сбежал из тюрьмы. После побега Винни из тюрьмы туда скоро нагрянули Сэм и Кейт. Там начальник обнаружил, что убиты были только грязные копы. Исходя из этого, Кейт снова предположила, что Винни знает то, чего неизвестно им. Эта мысль пока что для Сэма вообще ничего не означала. Он просто торопился выполнить свою работу по поиску опасной троицы, которая тем временем воссоединилась и обсуждала проблему объединения якудзы, русской и итальянской мафии против себя. Кира предложил по своим поработать, а Винни и Шорти отправились к очередному информатору. На этот раз его звали Джерри, а встретиться с новой инфой команда решила утром на следующий день. У места обитания информатора тусовались какие-то очень агрессивные челики, с какой-то стати напавшие на Винни, хотя принадлежности к какому-либо клану не имели, разве что бегунками были местными, нанятыми охранять Джерри. Все равно, их поведение неадекватное и агрессивное какое-то, и обиделся. Винни вскоре нашел использованный пакетик некоего котика Амон Раша, из-за эффекта которого-то эти чудильники и были в неадеквате. Наконец, добравшись до Джерри к его защищенному кабинету, тот впускать его внутрь не захотел, ведь опасался, что мстить пришел Винни за то, что ранее Джерри слил инфу о его месте жительства. Но, опять же, Винни знает, чего хочет и как этого добиться. Открыть кабинет он смог, пустив в него газ. Какой, не спрашивайте, я не знаю, но функцию самоотравления Джерри предусмотрел. И открыл дверь для проветривания. А Винни было хоть бы хны. Он сразу начал требовать информацию. Про русских, и итальянцев, и японцев Джерри сказать ничего не смог. Или не захотел. А вот про Амон Раш, который обычно называют сокращенно Раш, дополнил. Помимо того, что мы видели, он имеет эффект абсолютного обезбола. Кстати, Винни начал догадываться о связи какой-то в этой всей истории, но, чтобы убедиться, приставил свой пистолет к шарику Джерри, тому, что над плечами, отчего он Вспомнил! Именно альянс кланов распространяет эту дичь. Винни, передернув свой пистолет, что в руках, и направлен Джерри в шарик, что над плечами, дал знать, что терпеть больше не может и хочет побыстрее кончить разговор. И добился последнего клочка инфы о месте проживания бухгалтера итальянцев. Попросив скинуть адрес смс-кой, Винни буквально закончил косплеить эпизод Решалы, и дальше с этой инфой Винни поспешил на утреннюю встречу. А нас прервали кат-сцены, которые показали, что Сэм беспринципный в вопросе своей работы. И, если честно, я не понимаю, почему он так рьяно ищет Винни, ведь буквально до этого почти поймав отпустил. В любом случае он рыщет, разыскивая какие-то улики, даже не получая ордеры. Разрабы, спасибо, что держите в курсе, очень интересно. Ну ладно, встретившись, как и договаривались, все трое поехали к Дарвину, практически Деду Морозу, который очередной подарочек подогнал сынуле, оружие для начала охоты. Дарвин, ты говоришь как отец. Давай-ка с***вай отсюда, сына. Сначала в меню были японцы и их транспортная компания, полная камикадзе. Главное обнаруженное там — это горы трупов. Моя главная претензия к этому моменту в том, что Винни подумал это очень и очень конспиративно. Гораздо конспиративнее, чем просто выкидывать трупы в реку. Хотя, опять же, вопрос. Антиоживив местного босса, Кира забрал у него документы, но в них ничего ведущего к главарям не было. Так что команда поехала на дачу итальянскую, в поисках бухгалтера, на которого указал Джерри ранее. По пути разрабы вновь вставили вычурную сцену. Просто вставили, в которой три главных мафиозника сидели и обсуждали. Ой, да, нам надо этих дурачков поймать. Ну да, на этих дурачков надо, да, поймать, прям поймать всех их втроем. Только это было более пафосно и более долго. Единственное важное, показали, что японцы с русскими в контрах
Вернувшись к поискам бухгалтера, начинается очень смешная и странная череда нелогичностей. Значит, до предыдущей катсцены, которая нагло перекрыла контекст, наша троица договорилась ехать к итальянцам втроем. А после катсцены Винни такой сидит в лесу и по телефону просит Шорти заехать за ним, когда он позвонит ей. Когда они разделились, неважно, но запомните это. Путь к бухгалтеру был просто усеян потребителями Amon Russia и их записками по поводу вреда от него. Собственно, что уж говорить, они записки пишут в 20-х годах. Или это проблема разработчиков? Неважно. А значит, мы как игроки должны сказать, вот плохие или бедные. Дополнительный мотив для Винни разобраться во всей этой истории. Вскоре бухгалтер, оставшись без охраны, конечно, оставленный ему мафией, проявил разум, согласившись сотрудничать. И вот мы возвращаемся к моменту с звонком Шорти. Винни с инфой возвращается такой, ранее сказавший «я позвоню», выходит на парковку и такой где Шорти? Потом неожиданно к нему из лесу вышел русский лидер, и эта сцена выглядит довольно эпично, должен признать, особенно в связке с подобранной музыкой. Ну и начинается между Винни и огромным русским борьба. Винни, конечно, побеждает, поскольку важнее в борьбе не размер, а слаженность и воля. И потом Винни такой, я должен был Шорти позвонить. Ну, думаю, понять можно человека 76-го года рождения все-таки. Доживем до его лет, скорее всего, забудем свое имя. Это шутка, если что, не ешьте меня. Шорти, как и договаривались, приехала после звонка, заодно сбив очередного Big Russian босса. Через день началась отработка информации от бухгалтера, точнее уничтожение потихоньку не только людей, на которых главным по традиции наплевать, но, что важно для них, уничтожение денег. На это и на антиоживление русского лидера оставшиеся двое отреагировали довольно-таки логично. Заманить Винни в ловушку. Никогда не было, и вот опять. Вловиться Винни в эту ловушку обычно для него стал путем разрушения планов своих врагов, выясняя подробности и очищая Чикаго от их грязного Amon Russia, на который сделана их основная ставка. И потом еще уничтожение денег с продажи этого котика. Вот как-то так. А далее, внимание, анекдот. Будучи ослабленным, Луцио пришел к Дарвину, чтобы убрать его. На что дедок уверил, мало за это не покажется. Луцио уже не наивно, а даже глупо надеялся, что это будет не так. Тем временем копы узнали, где хранятся принадлежащие кланам тонны Amon Russia. И туда же, оставив в дыре в теле деда записку, Луцио вальяжно приглашал Винни. Эталонная же глупость, а? Оказавшись в порту по адресу, Винни серьезно ранят спину японцы, а Кира антиоживляет их лидера. В этот момент я задумался, а почему троица опять разделилась? Они об этом ничего вроде не говорили. Как допустила, что к Винни подошел враг со спины? Все просто. Разработчики разделили их, чтобы вставить шутку, что теперь, когда Кира и Шорти прикрывают спину, смешно, да? Судьба Луцио предрешена. Бедный Винни, над которым так издеваются ради таких гениальных шуток. Но шутка оказалась действительно пророческой. Винни, пострелявшись, придавил очередного, я уже сбился со счета лидера красной мафии. И отвечаю на ваши кровожаднейшие догадочки. Нельзя ли было ранить Луцио, а потом магнитом вытянуть пули, через него, тем самым доказав, кто главный в Чикаго очень жестоким и эпичным образом? Нет, нельзя. Хотя я тоже так подумал. Было бы реально эпично. Но Google злюка заземлил меня. Дело в том, что качественные пули не магнитятся. Вскоре на место прибыли копы, на этот раз с опозданием, что из нашего опыта может сказать, что они относительно чистые. Конкретно прилетели на вертолете Сэм и Кейт, которые поинтересовались, как же стоит разобраться в устроенном беспорядке. Винни посоветовал взглянуть на это как наоборот на очистку города, на что сначала устрашающий Сэм сказал, раз чистка началась, мы тут тоже еще прибрали, знаешь, таких вот двух мужиков и одну женщину, самых разыскиваемых во всей стране. Уборка была настолько эффективной, говорит, что они пропали. И разрешил после троице уйти. Все-таки приняв позиции, преступники, они же больше хорошего сделали. Удачи, в общем, Чикаго с такими копами. Да, еще кое-что. Машину мы тоже зачистили. Ничего, у меня имеется еще. Спасибо бустерам, которые поддерживают этот канал, и зрителям, которые смотрят это видео. Пишите комментарии, как вам эти игры, какие лучше, а какие хуже, по вашему мнению. А также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Безопасности всем. Пока.